Я думаю, меня не видно. Я сидел там сзади. Ну, вы контуры видите. Да, первый слайд. Немножко познакомлюсь в двух словах. Вы, кто из вас, программисты здесь есть? Есть. Отлично. А менеджеры? Отлично. То есть менеджеры это те, кто считает, это те, кто так или иначе управляет людьми и у кого люди находятся в подчинении. Правильно я понимаю? Мы правильно понимаем слово менеджер, да? А у кого из вас есть дети? Дети это люди в подчинении? Как вы думаете? Такая вот цитата, она мне понравилась, я ее нашел совершенно недавно в интернете, поставил на доклад, мы к ней еще вернемся. Следующий слайд. В двух словах о себе. Я последние 20 лет занимаюсь так или иначе управлением проектами, у меня находятся люди в подчинении. Из них 10 лет я работал в Украине, на Украине и в России, и последние 10 лет я работал 5 из них в Европе, это в основном Амстердам, и 5 из них в Америке последние 5 лет. Проекты у меня самые были разные, я выступал и как менеджер проектов, и как архитектор технический, и как программист чужих проектов. Проекты самые разные по размеру, от 2 человек, которыми я управлял, до максимум у меня было 120 человек, которыми я управлял, которые были у меня в непосредственном подчинении. И все это время, значит, я вижу одну и ту же проблему. Немножко не синхронизация со слайдами, я тут себе приготовил шпаргалку, я ее использую, если вы не против. Значит, я вижу одну и ту же проблему. Все это время, находясь в этих проектах и работая в этих проектах, и наблюдая за тем, как проектами управляют, и как я ими управляю, и как другие люди ими управляют, я видел одну и ту же проблему, и эта проблема становится тенденцией в современном менеджменте. Я считаю, что менеджмент не трансформируется, как его можно было бы назвать, как его называют многие спикеры, многие адепты нового менеджмента, а он на самом деле деградирует. Я считаю, что менеджмент вместо функции управления, которую он должен на себе нести, которую он должен осуществлять, вместо функции помощи участникам проекта и организации работы, менеджмент превращается в прослойку, бессмысленную, высокооплачиваемую и практически ничего не делающую. И эта проблема общая. Она больше в Америке и в Европе, чем в наших странах, так я наблюдаю. В Америке и в Европе менеджмент еще сильнее деградирует, чем у нас. У нас это наблюдается не так сильно. Но я расскажу про их ситуацию. Я вижу, да, и это происходит, это я вижу на конференции, в последнее время участвую в большом количестве конференций, и вижу, что спикеры, докладчики активно рекламируют эту деградацию, активно рекламируют тот подход, против которого я сейчас расскажу, против которого я выступаю. И очень часто прикрываются лозунгом agile. Я думаю, вы знаете, что такое agile, вы слышали это, довольно популярный термин. Очень часто этим термином прикрывают просто неспособность менеджмента и неумение менеджмента действительно управлять, называют это agile. Я ничего против agile не имею, хотя вот я выступал на конференции недавно в Киеве, которая по agile была, и я рассказывал о своем подходе к менеджменту, и у меня из зала во время вопросов один парень спросил, а как вас пустили на эту конференцию вообще? То есть, это реальный случай, да. Как вас спросили на конференцию, то есть я говорю такие вещи, которые этим agile ребятам, кажется, что я говорю против них. Хотя я ничего против agile не имею. Все 12 пунктов agile манифеста, которые есть, я под каждым из них готов подписаться, и каждый из них правильный, кроме 6-го пункта, про который я чуть позже скажу. Все остальные пункты правильные, я с ними полностью согласен. Так вот проблема. Я выделил, в общем-то, основные 4 вещи. 4 вещи, которые мне не нравятся. Проблема первая в современном менеджменте, который, как я говорю, деградирует, который не делает то, что должен делать менеджмент. Первое. Заменяется ответственность, которая является ключевой функцией менеджмента. Это распределение ответственности. Вместо этого нам вместо ответственности дают так называемые корпоративные ценности. Вместо четких должностных инструкций, вместо четких описаний задач каждому человеку, вместо этого нам проводят командные тренинги, командные игры и учат нас всех быть ответственными за общий результат, вместо того, чтобы отвечать за личный конкретный результат. Нас учат не отвечать ни за что. Так делают менеджеры. Вместо того, чтобы давать нам персональные метрики и оценивать каждого из нас по отдельности, и каждому из нас давать четкий, правильный, честный фидбэк о том, как мы работаем, вместо этого нам дают игры в команде и приучают к тому, что либо команда целиком выиграла, либо команда целиком проиграла. Я думаю, вы слышали такой подход и такой принцип, такую идею в менеджменте. Я считаю, что это категорически неверно. Правильный менеджмент, который действительно управляет командой, управляет проектом, он должен
набраться в себе силы, он должен уметь, он должен знать, как каждому исполнителю, каждому участнику команды переложить ответственность и сделать так, чтобы эта ответственность была персональной. Менеджмент, этот современный менеджмент этого не делает. В итоге мы имеем в большинстве команд, которых я наблюдал, в итоге команда не доверяет этому менеджеру. Она не уважает этот менеджмент, не доверяет его и понимает, что этот менеджмент в основном врет. Потому что менеджмент не может, он поступает нечестно. Он вместо оценки личных результатов, он дает такую размытую командную ответственность. Вторая проблема, я буду краток, будет это недолго. Вторая проблема, менеджмент в принципе некомпетентен. Вместо того, чтобы действительно делать управление проектом, вместо того, чтобы анализировать риски, вместо того, чтобы управлять временем, скопом и ресурсами, как это должен делать менеджмент, используя те техники project менеджмента, о которых пишут в книгах, вместо этого на роль менеджеров попадают люди, которые просто более стрессоустойчивые, чем все остальные. В основном современные менеджеры — это люди, которые просто дольше могут сидеть на работе, просто меньше подвержены стрессу, просто на них легче накричать, и они не обидятся. Просто люди, которые способны выдерживать большее давление. Это общая ситуация. Сначала они программисты, сначала мы все программисты, потом наиболее стрессоустойчивого из нас выбирают и промоутят в менеджер. Теперь ты уже не программист, ты менеджер, потому что когда мы все приходили в субботу, все остальные расстроились, а ты не расстроился, сидел допоздна. Ты такой устойчивый парень, мы тебя возьмем и назначим менеджером. Ты умеешь разговаривать с заказчиком, когда заказчик кричит на тебя по телефону, ты не бросаешь трубку, а дослушиваешь его до конца. Ты прекрасный менеджер. Вместо метрик, вместо методик менеджмента, вместо того, чтобы уметь отличить риск-рент от риск-рейта, например, наши project менеджеры знают такие слова, как толерантность, эмпатия, я тут себя записал, people skills, trust, respect, я думаю, слышали об этом, да? Очень модные слова, которые на самом деле заменяют просто базовые знания в области project management. Вместо того, чтобы знать, как построить диаграмму Ганта, они прекрасно разбираются в эмпатии и толерантности. Но это разные вещи. Менеджмент некомпетентен. Третья проблема, которую я отметил, которую я вижу, это вместо того, чтобы нам давать личную мотивацию, вместо того, чтобы поработать над тем, чтобы разобраться в том, какая мотивация у каждого человека, и дать каждому человеку персональную, личную мотивацию, сделать так, чтобы он был достаточно мотивирован на работу с нами, чтобы, приходя в офис, работая за деньги, мы сегодня уже говорили, работая за деньги, он был мотивирован лично достигать своих результатов и вносить общий вклад в наше тело. Вместо этого нам дают вот эти корпоративные ценности, и вот я не знаю, слышали вы сегодня или может быть до этого, есть такая сейчас модная тема, это value. То есть рассказывают о том, что мы должны все работать на создание value, ценностей. Вместо того, чтобы признать тот факт, что мы работаем за деньги, и нам нужно связать нашу личную мотивацию с мотивацией общего проекта, и тогда мы будем более продуктивны, вместо этого нам говорят value, и, вот я себе здесь записал, ставят как главным мотиватором для нас какие-то рыночные показатели всей компании. То есть программист, пришедший на работу и отвечающий за реализацию какой-то непосредственной фичи в этом продукте и работающий на 2 недели, вместо того, чтобы разобраться, что его лично мотивирует, менеджеры вместо этого проводят корпоративные совещания, на которые приглашаются все 150 человек компании, и там главный директор рассказывает о том, как далеко пойдет наша компания в следующие 5 лет. В итоге мы имеем ситуацию, что лучшие люди, лучшие профессионалы из таких компаний уходят. Потому что профессионалы, они, ребята, обычно честные и жадные. Они хотят работать по-честному, они хотят, чтобы за их профессиональный труд платили по-честному, они не хотят кушать эти корпоративные ценности, которые ничего для них лично никакой ценности не имеют. Они из таких команд уходят. Просто менеджмент не умеет, не утруждает себя, не разбирается, как сделать так, чтобы замотивировать этого человека правильно. Вместо этого очень хорошо повесить большой флаг с названием компании на стену и считать, что все люди после того, как у нас везде брендинг произошел, везде этот бренд развешен по всем стенам, значит мы все замотивированы двигаться вперед. Этого не происходит, лучшие люди уходят, остаются худшие. Проблема номер 4, последняя, что я хотел сказать, это неумение и неспособность менеджмента современного организовать правильный документооборот. Правильные потоки информации, которые должны ходить между людьми, которыми людьми должны обмениваться. Вместо этого это бесконечные митинги, на которых собираются все вместе. Менеджер не умеет сделать так, чтобы информация, чтобы передача знаний происходила в определенном дисциплинированным способом,
через документы, через средства, через тулзы, через какой-то электронный оборот, через какие-то электронные инструменты, которых так много на рынке, которые так популярны, такие сейчас современные, менеджмент этого делать не умеет, менеджеры наши. То есть, наверное, большинство из вас, я так понимаю, обращаюсь к вам. Мы не умеем это делать. Вместо этого мы проводим бесконечные митинги и полагаемся на экспертов. Это огромная тоже проблема. Мы не настраиваем потоки информации внутри проекта. Мы не организовываем движение данных, движение знаний, движение данных. Вместо этого мы, менеджеры, полагаемся на наличие экспертов у нас. Мы знаем, что у нас есть хороший программист, который знает все в этом проекте. Он здесь уже 3 года работает. Вот он все знает, к нему обращается. Когда приходит новый программист, он обращается к менеджеру, где мне взять информацию, а вот иди к нему, он все знает. К нему идут, он действительно все знает. В итоге менеджмент вообще ничего не делает. Менеджмент только наблюдает за этим процессом, ремонтирует кондиционеры, ставит кофемашины и открывает, закрывает офис, чтобы там ничего не украли. Вот работа реально современного менеджера, который не организовывает работу, не организовывает потоки информации, не разбирается в том, чтобы не было этих экспертов, которые на самом деле являются проблемой в современной разработке программного обеспечения. Не должно быть таких экспертов, не должно быть такой аккумуляции знаний в одной точке. Эта информация должна свободно двигаться внутри проекта и быть доступной всем его участникам. Вместо этого мы имеем этих экспертов, которыми так гордятся некоторые менеджеры. Они говорят, у меня есть такой прекрасный программист, на нем держится весь проект. Не понимая, что таким образом они расписываются в собственном бессилии, в собственной глупости, в неумении организовать документооборот. В итоге мы имеем очень низкий КПД, и огромное количество денег тратятся на бесконечные митинги, на бесконечную эту трату времени, на то, где люди, на обмен информацией, на обмен знаниями, которые потом в итоге, когда эти люди уходят из проекта, полностью теряются. Я обвиняю в этом менеджмент. Вот что мы имеем. Это может звучить несколько резко, но у нас есть вот такие группы сейчас образовались, такие два слоя. На позиции менеджеров мы имеем некомпетентных лентяев, которые, как я сказал, умеют ремонтировать кондиционер вовремя и развешивать по офису красивые наклейки, красивые плакаты с названием бренда, но совершенно не разбираются в проект-менеджменте и в менеджменте вообще. Они не читают книги, они не разбираются в этих технологиях, они не утруждаются в этим. Для них самое главное, как я сказал, это толерантность, эмпатия, доверие, уважение, value и все эти остальные слова, которые прекрасные, конечно, слова, они, безусловно, должны иметь место, но это 5% менеджмента. Все остальные 95%, они просто ленятся. Они либо глупые, потому что некомпетентные, либо ленивые, потому что ленятся. А на нижнем уровне под ними находятся, в общем, капризные программисты, которые приходят на работу с 9 до 5, сидят в этом офисе, получают деньги за свой месяц отработанный, просиженный в этом офисе, и капризничают, когда им не хватает денег. Менеджмент в итоге не управляет этими людьми, не помогает им развивать проект, не помогает им разрабатывать софт, а просто наблюдает за тем, чтобы они не пришли в состояние слишком, так сказать, чтобы у них не было плохого настроения. Я разговаривал с многими менеджерами вот недавно на конференции, с 3 на самом деле, и все они говорили одно и то же. Для меня самое главное, чтобы у программиста было хорошее настроение. Если у него плохое настроение, он уже ничего не делает. Мне нужно что-то с этим делать, мне нужно как-то ему помочь, мне нужно разобраться, почему у него плохое настроение. И этим занимаются менеджеры. Вот такую картину мы имеем. Это то, что мне не нравится. Но не все так плохо. Есть свет в конце тоннеля, немножко рекламы. 4,5 года назад я предложил вот такую методологию. Я и еще группа ребят со мной. Мы сделали такую методологию, которая меняет ситуацию с ног на голову. И мы ее используем уже в течение 3 лет. У нас больше 25 проектов было сделано, больше 150 программистов прошло через нас. В нашей методике мы полагаемся, это завершение той цитаты, с которой мы начали. Кто помнит, чем она начиналась, вы можете ее закончить вот примерно так. Вот такой принцип лежит в основе нашего менеджмента. Мы понимаем, что люди приходят на работу для того, чтобы получить деньги, у них есть личная мотивация внести свой личный вклад в этот проект, получить свой личный результат и уйти домой в свою семью. Мы не даем им эти value, мы не даем им эти все вот этот шум и этот мусор, который обычно продается менеджментом своим сотрудникам. Мы честно понимаем, как эти люди должны работать. У нас несколько ключевых принципов, по которым мы работаем, которые отличаются от современного менеджмента. Во-первых, мы ставим только персональные задачи. У нас всегда один человек получает свою одну задачу, и он лично отвечает за ее результат. У нас никогда нет задачи, которая ставится 2 людям или группе людей. У нас нет никогда коллективной ответственности. Всегда ответственность на одном человеке, всегда он отвечает за результат целиком и полностью. И он никогда не может сказать, что я это не сделал, потому что. Он либо сделал, либо не сделал. Правило 0-100.
Это важный принцип. Второе, мы полностью открываем метрики. Мы полностью показываем нашим сотрудникам, нашим программистам о том, какие они сейчас. Мы не скрываем эту информацию. Мы говорим, ты на номер 4 твой в этом месяце, а твой номер 14. Это значит, 4 номер лучше, а 14 хуже. И эта информация честно открывается программистам, мы не боимся этого, и они это на самом деле уважают и любят. Они понимают, что менеджмент, что это с ними работает честный менеджмент и сильный менеджмент, который сумел составить эти метрики, который не боится ответить за эти метрики, который не боится ответить за правильность и аккуратность этих метрик. И мы эти метрики открыто показываем. Мы говорим, да, твоя позиция была 4 в прошлом месяце, в этом месяце она 14, поэтому мы тебе снижаем, например, зарплату. Объективная информация честно предоставлена участникам проекта. Мы можем это сделать, потому что наши менеджеры загружены работой, трудятся над этим и выполняют, и делают именно это, а не ремонтируют кондиционер. Дальше. Мы платим только за результат. Мы платим программистам только тогда, когда они закончили результаты, когда от них получился результат. Не за время, потраченное в офисе, не за время, просиженное перед компьютером, а за результат, который они сделали. И последний пункт. У нас нет никаких офисов и никаких митингов. Наши программисты не работают в офисах, они не сидят все вместе, они каждый находится в своем месте, кто где хочет, приносит свой результат, и мы платим им в долларах в ту страну, в которой они находятся. Именно благодаря этим первым 3 пунктам нам удалось достичь последнего. Нам удалось сделать так, что нашим программистам не нужно приходить в одно место, чтобы менеджер их там мог организовать и в какие-то такие группы, в которых бы у них не падало настроение. В общем-то, я закончил. Это тяжело, это непросто, это трудно. Нашим менеджерам приходится много работать. Мы создали много программного обеспечения для этого, мы много автоматизировали. Это действительно трудно, непросто, но так должен работать менеджмент. Менеджмент это не о value, толерантности и корпоративных ценностях. Это не об этом. Менеджмент это диаграмма Ганта, о work breakdown structure, о рисках, об анализе рисков, о планировании времени. Вот о чем менеджмент. И поэтому, когда вам на конференции говорят о том, что вот вся ценность менеджмента в том, чтобы донести корпоративную ценность до мозга уставшего программиста, не верьте этому. Правильный менеджмент не об этом. Я закончил. Ваши вопросы. Да. Можно так, я думаю, услышу. Добрый день. Меня зовут Владимир. Подскажите, пожалуйста, вы говорили о количественных показателях сотрудников в вашей компании. На чем это основывается? Как просчитывается и так далее? Спасибо. Да, вопрос о том, как мы рассчитываем показатели, какие это метрики, о которых я сказал, какие метрики мы показываем. В нашем случае у нас этих метрик, наверное, штук 5 или 6. Например, мы даем задачу программисту, и когда задача завершена, мы можем посчитать время между выдачей задачи и завершением задачи. Задач много, поэтому у каждого по человеку, если мы сложим все эти времена и поделим на количество задач, мы получаем некое среднее время, за которое программист может завершить задачу. Это время показывает в определенной степени, показывает, кто работает быстрее, кто медленнее. У нас задачи маленькие, порядка 1 часа, мы делаем такие микротаскинги у нас программистов. И в среднем вот у нас интересная цифра, хороший быстрый программист, он закрывает задачу от начала программирования через ревью, через 2 ревью, через проверку на тесты, то есть полностью вся проверка, получение комментариев, исправления. Вот весь цикл по одной задаче занимает у быстрых программистов порядка 3 дней, 3 суток, то есть 72 часа. У медленных можно доходить до 6-7 дней. Вот, например, такая цифра. Это одна из метрик, которую мы используем. Ну, вторая метрика, которую мы используем, это количество денег, количество закрытых задач там, в единицу времени. Если он закрыл такое-то количество задач за месяц, а другой закрыл другое количество задач за месяц, эта метрика более-менее четко показывает, при том, что у нас задачи более-менее сбалансированные, показывает, какой у него так или иначе результат. Я агитирую за использование метрик в любом случае. Можете вы сделать такие, как я сказал, метрики или другие, это не важно, но метрики обязаны быть. Менеджмент должен давать эту информацию своим сотрудникам. Да. Егор, спасибо за доклад. На самом деле он был очень смелый, во-первых, и на удивление полезный. Вопрос такой у меня. Я понял, как у вас это работает, когда у вас мелкие задачи по часу. Что будет, когда у вас будет задача на команду из 7 программистов, у которых у каждого свой скилл, который нужно применить, чтобы ввести командное value. То есть в вашем случае реально работает подход как команда звезд, правильно? А что вы будете делать, когда нужна будет звездная команда?
которая вместе будет работать. Да, я понял вопрос, то есть что будет, если команда там из 7 человек, у которых разные люди, и мы должны как-то мы должны раздать им эти задачи, да, как-то задачи и обеспечить контроль, правильно? Да. Да. Вопрос правильный, я еще раз тогда вернусь к тому, что я говорил. Задачи менеджмента именно и входит разбиение общего скоупа на маленькие кусочки. Неграмотный менеджер, который не умеет управлять, он берет всю задачу, делит ее на 3 части и говорит, ты сделай вот это, я не знаю как, ты сделай это, ты сделай это. Когда вы все это закончите, и у вас не поломается кондиционер, вы все приедете ко мне, и все закончится. Правильный менеджер, он умеет и находит способы, как разбить это на сотню задач, на сотню мелких элементов. И тогда появляется возможность управлять. Тогда мы можем нарисовать диаграмму Ганта. Диаграмму Ганта нет смысла рисовать, если у нас три элемента работы там. Мы должны рисовать диаграмму тогда, когда у нас много пунктов. Чтобы у нас было много пунктов, нужно разобраться, как нам сделать так, чтобы я как менеджер сумел разбить общую большую задачу на большое количество подзадач. Например, я могу вызвать одного из этих ребят и сказать, разбей ко мне это все на подпункты. Или, допустим, проводить каждое утро это разбиение. Или как-то синхронизировать, или дать им какой-то инструмент, который им поможет это сделать. Но это необходимо сделать. Менеджер обязан управлять мелкими задачами. Если у менеджера находятся в руках 2-3 задачи на проект, или на спринт, или там на неделю, это не менеджер. Это просто надсмотрщик. Это просто координатор, который все, что может сделать, это понаблюдать, что все действительно в офисе, и сообщить, кому следует. Не более. Если это действительно менеджер, он должен все время выдавать задачи и забирать. Выдал, закрыли, выдал, закрыли. Этот процесс должен быть постоянно интерактивный с командой. А в чем проблема все-таки отдать больше ответственности и власти людям в команде? А зачем нужен менеджер, который будет брать вот этого программиста и с ним все делить, если они сами в команде могут так разобраться? И внутри команды взаимодействовать друг с другом могут пойти там через все этапы, грубо говоря, разработки пройти. Да, можно так сделать, действительно, хороший вопрос, да. Действительно, зачем вообще менеджмент? Зачем нам вообще нужен менеджмент? Я думаю, правильно. Да, зачем нам такой детальный менеджмент, если мы можем, в принципе, самоустраниться, оставить команду в какой-то самоменеджменте, назвать это холократией, сейчас это очень модно, и менеджмент, в принципе, убрать и сказать, что вы, ребята, сами как-то разберитесь, только не поссорьтесь. Так можно сделать, действительно. Но тогда давайте вернемся к вопросу, а зачем вообще менеджмент? Менеджмент, в принципе, менеджер в проекте нужен для того, чтобы дать информацию тому, кто платит за это, о том, когда мы это закончим. Это главная миссия менеджера в любом проекте. Он должен знать, когда это все закончится. Без менеджера мы этого не знаем, потому что нам никто эту информацию не даст. С менеджером и с этими инструментами, которые мы можем использовать для менеджмента, эта информация худо-бедно или качественно может собраться и быть предоставлена тому, кто платит за это деньги. Вот такая главная миссия менеджера. Без менеджера мы эту информацию не имеем, если у нас огромный капитал, если у нас неограниченное количество денег, и мы хотим просто, так сказать, порадоваться тому, что мы делаем. Действительно, нам менеджер не нужен, он будет только мешать, потому что он будет нас все время дергать, все время спрашивать, давать нам задачи и забирать у нас задачи. Но тогда все это становится непредсказуемым. Это становится, превращается в саморегулируемый поток чего-то, чего мы не можем предсказать. Спасибо, Антон. Это еще, да. Добрый день. Пожалуйста, кто устанавливает плановое время задачи у вас? И в связи с этим вопрос, должен ли ПМ иметь технические какие-то знания, чтобы как-то наблюдать за этим процессом? Да, вопрос о том, как мы назначаем время, как мы делаем эстимейт, как мы оцениваем, сколько займет каждая задача, и должен ли project менеджер иметь знания технические. Я начну с конца. Я убежден в том, что project менеджер не должен иметь технические знания. Я убежден, что они ему мешают. Чем больше project менеджер имеет технических знаний, тем меньше он уделяет внимания project менеджменту, тем больше он влазит туда, куда он не должен влазить. Project менеджер должен заниматься своими диаграммами, своим распределением времени, анализом рисков и всем остальным. Он не должен в идеале вообще понимать о том, что происходит в проекте. У него есть для этого люди, которые ему помогут. Он ставит им задачу, допустим, напишите мне, разбейте мне общий объем работы на эти подзадачи, поставьте оценку на каждую задачу, соберите их в зависимости, покажите мне, какая от какой зависит, определите мне риски, которые вы предвидите, скажите, где может не получиться, а где может получиться. Всю эту информацию он должен получать от команды, он не должен сам принимать эти решения. А потом, основываясь на этой информации, он может либо космический корабль строить, либо мобильное приложение разрабатывать. И в том случае это один и тот же project менеджер. Он просто должен хорошо разбираться в управлении, а не в программировании. А теперь первый вопрос, как мы делаем оценку. Ну вот, например, такой способ. Мы делаем по-своему, но я вам рекомендую делать так, чтобы команда сама давала оценку всех этих задач. И потом от этой оценки держала.
у вас не один человек оценивает, а, наверное, несколько типов. У нас сделано совсем по-другому. У нас мы даем оценку им, но у нас слишком экстремальный подход. У нас все задачи жестко оцениваются по полчаса. Это мы можем потом это обсудить, но у нас подход совершенно уже экстремальный, я такое пока не рекомендую. Я просто говорю, что оценка должна быть. Но мы, например, пришли к тому, что сначала у нас было несколько лет назад, мы спрашивали, мы оценивали, команда оценивала. Сейчас мы пришли к тому, что мы даем оценку людям и позволяем им. Ну, оценивает вся команда, не один исполнитель, допустим. Ну, лучше, чтобы оценивали, да, лучше, чтобы, наверное, оценивали коллективно как-то, да, я думаю, да. Спасибо большое. Да. Здравствуйте, меня Донцев. Сразу несколько вопросов. Как найти такого менеджера и как его вычислить? Хорошего или плохого? Хороший вопрос. Но вопрос о том, как найти хорошего проект-менеджера, да, и как понять, кто хороший, кто плохой. Я вот об этом не сказал, хотел сказать на докладе о том, что, к сожалению, у нас проект-менеджеров не только у нас. Я живу в Калифорнии, и, например, в Стэнфорде я не знаю факультета проект-менеджмента. У них есть факультет компьютер сайенс, есть факультет медицины, есть факультет чего-то еще, масса факультетов физики, но факультета проект-менеджмента нет. То есть это не проблема Украины, это проблема всего мира. Нас не учат, в принципе, управлять проектом. Есть ряд методологий, есть, например, PMBOK. Наверное, кто-то об этом слышал. PMBOK это... Кто слышал про PMBOK? Прекрасно. Вот PMBOK это на самом деле центральный документ, который бы должен знать каждый проект-менеджер и в идеале должен быть сертифицирован этим вот PMP сертификатом. Вот этот PMBOK это фактически один из, ну не один, а единственно правильный, на мой взгляд, project management, как бы наука, научный, более-менее научный документ в области project management. Как определить, какой project менеджер хороший, какой нет? Ну, я думаю, что как в любой, наверное, сфере спрашивать вот эти, например, если у него есть сертификат, хотя это тоже не гарантия. Есть масса project менеджеров с этим PMP сертификатом, их выдано в мире больше 200, по-моему, 50 тысяч этих сертификатов. И это не значит, что все эти project менеджеры хорошие. Да, действительно, 250 тысяч человек получили, а менеджмент деградирует. Как определить хорошего project менеджера? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. К сожалению. Спасибо. Наверное, практика. Да. Здравствуйте. 2 минуты осталось. У меня такой вопрос. Я уже не впервые слышу про рейтинговую систему. Да, я. Не впервые слышу про рейтинговую систему в компании. Не является ли рабочий процесс в таком случае какой-то вот гонкой? Не демотивирует ли это сотрудника? То есть в этом месяце ты сегодня первый, а потом ты 14. Как это отображается на рабочем процессе? Хороший вопрос. Вопрос о том, не будет ли это эти метрики, которые мы собираем, не будет ли такой цифровая оценка людей, не будет ли она приводить к тому, что люди будут работать на метрике, а не на реальный результат. Да? Действительно, мне говорили, вот тоже недавно мы обсуждали эту проблему на другой конференции, мне говорили, вот если была такая история, не знаю, правда или нет, мне рассказали. В фирме Microsoft они ввели эти метрики повсеместно, по всей компании, и стали сотрудников оценивать. И стали им говорить, что те, кто попадает вверх таблицы, тот получает там какую-то прибавку или какой-то промоушен получается в конце там чего-то месяца, года, квартала, а те, кто внизу, значит, этого не получают. И вроде бы как Microsoft винит эту систему, от которой они уже отказались, винит в том, что они потеряли позиции на рынке. Что вот они ввели такую систему, вот они начали оценивать этих людей, начали ставить им эти цифры, и в принципе хорошие люди стали уходить. И они, в общем-то, потеряли свои позиции на рынке. Дальше я услышал это, и начали разбираться, а что там были за метрики. И начали, вот, с тем, с кем я разговаривал, мне говорили, ну как, ну, например, для того, чтобы поставить цифру, у программиста, значит, для того, чтобы его оценить, делают опрос там, его менеджеров, его коллег, его там клиентов, какой у него уровень, значит, насколько он хороший программист. И потом эти цифры попадают в таблицу. Так тогда естественный ответ, ну конечно же, хороший программист это оттолкнет. Потому что вместо того, чтобы меня честно оценить мой результат, мой код, мои продукты, мое количество, там, не знаю, может быть, количество строк кода это не показатель, но количество решенных проблем или количество закрытых задач. Вместо этого оценивают, насколько я нравлюсь своему менеджеру. Ну, конечно, я ему не нравлюсь, потому что я не хочу с ним разговаривать, например. Или просто персонально он мне не нравится. Конечно, он ставит мне ниже оценку, или просто я с ним не сходил кофе пить. А рядом со мной сидит другой программист, который ни черта не соображает в программировании, но он регулярно пьет кофе с моим менеджером и получает высшую оценку. Ну, конечно, это меня демотивирует, и, конечно, я уйду из компании. Это потому что метрики выстроены некорректно. Это потому что метрики не оценивают действительно мой личный правильный вклад, мою объективку мою, а оценивают мои отношения с окружающими людьми. И действительно, хорошие программисты, они обычно интровертированы, они обычно не хотят быть в таком, они не очень социальны, и действительно они получают низкие показатели, хотя в то же время они хорошие специалисты. То есть вопрос в том, как мы строим метрики. Действительно, если мы построим метрики неправильно, это сильно отпугнет людей. Это, во-первых, может превратиться в гонку,
когда люди будут работать некие цифры, которые реально не приносят никакого результата. И может это... Приведу другой пример. Работал в компании в Европе, в Голландии, и наша задача была, там был небольшой отдел, там было 5 человек, нам нужно было тестировать продукт. И моя кратковременная задача была улучшить эту ситуацию в этой группе тестировщиков. 5 человек, 5 тестировщиков. Я пришел в эту группу, меня туда поставили как менеджер этой группы. И задача была, большой продукт, он давно на рынке, уже там несколько лет. То есть он работоспособный рабочий продукт, его нужно постоянно просто тестировать и находить в нем ошибки. Я предложил, давайте, ребята, оценим вашу работу, как вы работаете. Я не знаю, как вы работали вчера, вот у меня 5 сотрудников. Я первое, что хочу сделать, это дать вам какие-то метрики. Я хочу понять, кто из вас хороший тестер, а кто плохой. Я же не буду разбираться в этих багах, то есть я не тестер. Я предложил, давайте сделаем такую метрику, кто больше найдет ошибок, таких ошибок, которые будут реально приняты программистами, и программисты скажут, да, это ошибка реальная. Кто больше, не то, что кто больше, а вот такое количество мы должны найти за неделю. Там была цифра, по-моему, что-то около 20. 20 ошибок должны мы найти за неделю. И там была такая группа людей. Из них был один парень, был очень хороший, считался, очень хороший тестер, он давно там работал в этой компании, он такой старый кадр. И было несколько ребят, которые молодые. Через неделю у нас показатели. Эти ребята нашли 20, 25 багов. Этот нашел один. Я у него спрашиваю, как же так? Он говорит, ваша метрика неправильная, я не хочу на вашу метрику работать. У меня тут много других задач, которые я выполняю, я тут ваши баги буду искать. Я говорю, ну ты же тестер, это твоя главная задача. Мы согласились с этими метриками, давайте на них ориентироваться. Следующая неделя, опять у него один баг, у остальных по 20. В итоге мой месседж к менеджменту был, вот этого человека надо убрать. Потому что он, не слушает, и ничего не делает, потому что он не выполняет результат. И начался такой большой шум вокруг этого, ну как же так, он так давно работает. Дальше было все сложно. Но тем не менее, я привожу этот пример, чтобы показать, что метрики, они этих ребят молодых, они им дали наконец-то в руки, наконец-то их дали честный ответ, они получили реальную мотивацию, они стали хотеть работать. Если раньше они приходили на работу и понимали, хорошо я тестирую, плохо я тестирую, вот этот товарищ тут сидит уже 3 года, и он считается главным тестером. А я всегда буду второстепенным. И тут я пришел как менеджер и дал им наконец им надежду дал. Что, ребята, вот, просто делая это количество, да находите 20 ошибок, честно работай, и ты номер 1. А этот, который не работает, хоть он здесь 5 лет сидит, мы его убираем. Делается что-то, какие-то изменения происходят административные. Поэтому правильно, это я к чему привел пример, правильно построенная система мотивации, она людей правильно мотивирует. Неправильно построенная, как в Microsoft, она, наверное, демотивирует. Поэтому метрики должны напрямую связывать личный результат с общей целью компании. Позвольте тоже вопрос, если можно. Конкретно к вашему кейсу, вы говорите о таких строгих формальных методиках, поборниках, таких формальных методов. Конкретно в вашем случае вот этот микроменеджмент, дорогостоящий менеджмент, ваши менеджеры загружены работой, не было ли как минимум на этапе внедрения, может быть, проектирования таких практик в вашей компании, такого, что стоимость издержек ваших менеджерских превысила профит от такого качественной декомпозиции задач, качественного делегирования задач и прочего? Да, я понял. Хороший вопрос. Повторю вопрос о том, если мы действительно делаем такой менеджмент, такой тщательный, такой дотошный менеджмент, такой правильный менеджмент, как я считаю правильный, сколько это будет стоить, сколько этот менеджер будет стоить, и весь этот процесс, насколько он будет... Действительно, вопрос правильный. Действительно, это может потребовать денег. Действительно, такой человек будет действительно, как минимум, человек будет дороже, чем тот, который сидит в офисе и просто открывает, закрывает офис. Действительно, это будет специалист высокого качества, и он будет стоить много. Но общий результат, итоговый результат мы получаем значительно лучше, чем... Но ответ мой – да, это дороже. Да, это дороже, безусловно, это дороже. Скажите просто, может, последний вопрос. Часто говорим о менеджменте как о руководстве сотрудниками своей компании, но зачастую стоит проблема организовать и заказчиков, потому что для составления той же WPS нужны постоянные фидбэки и оценка, и многие объективно ленятся участвовать в этом процессе. Как вы с этим справляетесь? Если, может, какие-то советы привлечь заказчика, мотивировать? Да, вопрос тоже очень хороший вопрос, тоже на него у меня не очень много ответов. Действительно, как быть с заказчиками, которые привыкли к тому самому менеджменту, который я рассказал, который деградирует, к этому менеджменту, который ничего не делает, а только
является стрессоустойчивой прослойкой между теми, кто платит, и теми, кто работает. То есть как этих заказчиков, которые приходят, как им объяснить, что у нас теперь новый менеджер, что у нас теперь нет просто этого мальчика для битья вместо менеджера, а у нас есть реальный человек, который планирует, организует, и у нас теперь все по-другому. Это трудно, у нас тоже это не всегда получается. К сожалению, заказчики это тоже бывшие менеджеры или бывшие программисты, привыкшие к этой работе, привыкшие к такому распределению ролей, которые звонят и говорят, мне нужно со всеми вами митинг сейчас. А я ему говорю, зачем со всеми нами? Ну напиши нам, что тебе нужно, напиши полстраницы. Зачем тебе собирать 8 человек в одной комнате и держать их 2 часа? Нет, мне важно, чтобы они понимали, какая цель у нашего проекта. Я ему говорю, им наплевать, какая цель у твоего проекта. Это 8 программистов, это профессионалы, они выполнят свою работу и пойдут домой. Им совершенно все равно, как твой проект через 4 месяца выйдет на рынок. Ему это не важно. Ему нужно, чтобы ему поставили четко задачу, сформулировали ему задачу. И он ее прекрасно выполнит, он Java-программист. Он не предприниматель Силиконовой долины, он не знает, как выводить стартапы на рынок. Ему это не важно. Не надо ему грузить на информацию. Нет, это очень важно, чтобы они понимали ценность нашего бизнеса. И он настаивает. И нужно собрать 8 человек, посадить в одну комнату, они все на меня просто смотрят, спрашивают, Егор, зачем это? Это ты организовал? Меня спрашивают. Я говорю, ну вот, так вот настаивай. Это трудно. Иногда приходится говорить, нет, доверься мне, не нужен этот митинг, напиши на листике все, что тебе нужно, и мы разберемся. Но это трудно, поэтому у меня нет прямого ответа. Это не всегда получается. Иногда заказчик настаивает, иногда мы даже теряем заказчика из-за этого. Когда заказчик привык, что перед ним просто толпа людей, которая ему подчиняется, и вот подчиняйтесь мне и все. Я извиняюсь, можно я здесь нахожусь? Да. Такой вопрос. Вы говорили, что проект-менеджеру мешают технические знания, как бы это лишнее, он должен заниматься больше метриками, там, диаграммами Ганта и так далее. Но выступает такое противоречие, что в данном случае как он может, в принципе, управлять проектом, не имея технических знаний, хотя бы базовых. Во-первых, теряется уважение со стороны команды, потому что они начинают воспринимать этого менеджера как какую-то действительно бюрократическую прослойку, потом непонятно за что получает деньги. То есть как можно вообще иметь уважение в команде опытных разработчиков в частности, не имея достаточно глубоких технических знаний, не понимая архитектуры проекта и так далее. Как можно развивать таски, то есть какое-то противоречие возникает в данном случае с тем, что вы говорите. Ну, да, вопрос все услышали, да? Ну, у нас 2 роли в проекте. В каждом проекте у нас 2 роли. Есть project manager, есть архитектор проекта. Архитектор проекта, это который знает технически, что должно быть сделано, он самый качественный, самый высокоуровневый программист из всех присутствующих, он знает решение, он понимает его лучше всех, и он умеет это решение разбить на части и каждый раз ответить на вопрос, если этот вопрос возникает, о том, как это все должно работать. А project manager, он совершенно не влазит в эту сферу, он совершенно не пытается даже отвечать на технические вопросы, но он хорошо знает свою часть, он хорошо знает, как эти десятки, а то и сотни задач разложить по времени, как вовремя кому заплатить, как каждого из них мотивировать, как собрать людей вместе, как их соединить задачи одну за другим. То есть он выполняет чисто бюрократическую, назовем ее так, пускай, но в хорошем смысле, бюрократическую работу. У нас такого никогда не было, чтобы было какое-то недоверие или недоуважение к этому человеку, потому что совершенно четко понятно распределение ролей. Он выполняет бюрократическую работу, он управляет и сидит там где-то, его не надо даже трогать на эту тему, потому что он действительно работает с документами больше всего. А техник, то есть тот самый архитектор, он, мыслит, и он мыслит и дает какие-то технические выводы, технические решения. То есть у нас такого никогда не было. Я не могу, так сказать, доказать, почему нет, но на моей практике никакого неуважения нет. Люди четко понимают разделение ответственности. Они понимают, что этот человек для управления, а этот человек для техники. И так по-честному, так правильно. А когда на позицию project manager вылазит программист, который вчера был средним программистом, но очень стрессоустойчивым, потом его подняли до project manager, и он мнит о себе технического специалиста, он знает, как правильно поставить сервер, он знает, на каком языке программирования должно быть создано что-то, а потом к нему приходят программисты, которые выше его уровня, и вынуждены пробиваться через его чувство собственной важности. К нему приносят решение и говорят, мы будем делать в таком направлении. И вынуждены мы получать какой-то аппрув от этого project manager, который считает себя техническим специалистом. Им давно уже не является, потому что он просто не пишет больше код. Потому что нельзя быть техническим специалистом, не создавая код ежедневно. Он давно уже отошел от этого. Он просто менеджер. Он ничего не соображает. Но мы по-прежнему должны к нему входить и получать у него аппрув, что да, мы будем использовать Ubuntu на этом сервере. И он говорит, ну да, Ubuntu хорошо. Да что ты понимаешь? Что ты говоришь, да или нет? Какой ты специалист? Если я понимаю, я иду к архитектору, сидящему рядом с мной, понимаю, что да, это архитектор, который я знаю, он лучше меня понимает. Я у него спрашиваю, а к менеджеру я иду, просто за подписью закончил я задачу или не закончил, получили там деньги или не получил. Так должно быть. Спасибо.
Спасибо, Егор. Да. К сожалению, тайминг, я думаю, что вопросов к тебе было бы еще больше. Пожалуйста. А ты говорил, что у тебя короткий доклад. Читайте мой блог. Давайте да, вот у меня- поаплодируем Забрали. Егору и залу за хорошие вопросы. Есть о чем задуматься, минимум с точки зрения менеджмента, подхода к менеджменту.